Когда речь заходит об американских моторах, Chevrolet занимает особое место. С одной стороны, культовые мощные V8, с другой — скромные, но невероятно живучие двигатели. Их главный козырь — не технологичность, а выносливость. Именно поэтому эти моторы десятилетиями работали на самых разных моделях. Но далеко не все силовые агрегаты Chevrolet оказались удачными. Одни отхаживают по 500 000 километров и становятся легендами, другие требуют постоянного внимания и больших трат на ремонт. Так какие двигатели Chevrolet заслужили репутацию самых неубиваемых? В этом мы и попробуем разобраться. Итак, вы на канале The Auto Top, и это самые лучшие двигатели Chevrolet. Поехали! В середине 1950-х годов, когда американский автопром определял свое будущее, группа инженеров Chevrolet поставила перед собой амбициозную цель. Им нужно было создать двигатель, который перестанет быть уделом роскошных Cadillac, а станет доступен каждому. Так в 1955 году начинается история, изменившая ход автомобильной культуры. Рождается не просто мотор, а идеологическая основа для целой эпохи – V8 Small Block. Конструкция первого Small Block была революционной в своей простоте. Компактный, по меркам того времени, чугунный блок с углом развала 90 градусов, один распределительный вал в развале и два клапана на цилиндр. Эта схема казалась очевидной лишь задним числом. Ее гениальность заключалась в невероятном балансе. Двигатель получился легким, мощным, недорогим в производстве и, что критически важно, бесконечно ремонтопригодным. Почему именно версия 5,7 литра стала легендарной? Она появилась в 1967 году как эволюция удачного 327-го блока. Увеличение хода поршня подарило мотору то, что ценилось больше пиковой мощности – феноменальный крутящий момент на низких и средних оборотах. Эта тяга идеально подходила для всего. От спортивных Corvette и Camaro до тяжелых пикапов и внедорожников. Он стал универсальным силовым решением для GM, пережив топливные кризисы и ужесточение экологических норм, трансформируясь из карбюраторного агрегата в мотор с электронным впрыском. Его надежность рождалась из колоссального запаса прочности конструкции. Чугунный блок, кованые шатуны и толстые стенки цилиндров были рассчитаны на нагрузки, значительно превышающие штатные. Это делало его идеальным объектом для тюнинга. Он мог принимать повышенную степень сжатия, агрессивные распредвалы и даже турбины. Ресурс в 500 000 километров для этих моторов не был фантастикой, а многие из них, будучи восстановленными, работают до сих пор. Small Block 5,7L стал культурным кодом, символом эпохи маслокаров и американского моторостроения. Когда в конце 1980-х годов на смену громоздким V8 приходят компактные и экономичные многоцилиндровые моторы, General Motors делает неочевидный ход. Компания не создает что-то принципиально новое, а доводит до идеала старую проверенную конструкцию. Так появляется двигатель Buick 3800 серия 2. Его история не про прорыв или революцию. Это 20-летний путь постепенного и неуклонного совершенствования, который превратил его в один из самых уважаемых моторов в истории американского автопрома. В чем секрет его легендарной живучести? В предельной простоте. За основу берут проверенную десятилетиями схему. В эпоху, когда конкуренты увлекаются сложными системами с несколькими распредвалами, GM сознательно выбирает консервативный путь. Этот мотор намеренно лишен высоких технологий, но взамен получает беспрецедентную ремонтопригодность и запас прочности. Его внутренние компоненты не работают на пределе, что и обеспечивает ресурс, легко превышающий 600 000 километров. Почему этот двигатель стал эталоном для целого поколения? Потому что он предлагал редкий для своего времени баланс. С одной стороны, достаточная мощность около 200 лошадиных сил и ровная тяга, с другой — хорошая для своего класса топливная экономичность и невероятно плавная работа. Эти качества сделали его универсальным решением для десятков моделей GM. От семейных седанов до спортивных купе и даже минивенов. Означает ли это, что у него нет характерных особенностей? Нет, они есть, но носят не катастрофический, а предсказуемый возрастной характер. Со временем могут дать течь пластиковые патрубки системы охлаждения. На некоторых экземплярах требовала внимания прокладка впускного коллектора, которую производитель позже модернизировал. Однако эти проблемы хорошо изучены, а их решение не требует огромных затрат или специальных знаний, что лишь подтверждает статус народного мотора. Buick 3800 серия 2 – это памятник инженерному прагматизму. Он не пытался впечатлять характеристиками или инновациями. Его цель была иной
бесперебойно работать максимально долго, требуя минимум внимания и вложений. В 1997 году, когда мир ждал от General Motors очередного высокотехнологичного чуда, компания представила двигатель, который нарушил все ожидания. Новый 5,7-литровый V8 LS казался шагом назад. Простая конструкция с одним распредвалом и толкателями в эпоху тройных валов и фазовращателей. Однако именно эта простота породила феномен, на десятилетие определивший культуру моторостроения и тюнинга. В чем секрет его универсальности? В архитектуре, где каждая деталь была подчинена легкости, компактности и ремонтопригодности. Алюминиевый блок, уникальная V-образная конструкция распредвала и клапанов, а также продуманная система смазки сделали LS невероятно легким и небольшим для своего объема. Эта компактность открыла двери в моторные отсеки автомобилей, для которых V8 ранее был невозможен. От компактных Mazda MX-5 до заднеприводных седанов BMW и японских спорткаров. Почему он стал мечтой инженеров-любителей? Потому что Chevrolet, сам того не планируя, создал идеальный модульный конструктор. Головки блока, коленчатые валы, шатуны и даже блоки от разных модификаций LS1, LS3, LS6 были в высокой степени взаимозаменяемы. Это превратило постройку мощного мотора в доступное хобби. Репутация абсолютной надежности у этого двигателя имеет простое объяснение – отсутствие слабых мест. Его конструкция, не работающая на пределе возможностей материалов, обладает колоссальным запасом прочности. Стойкие к детонации поршни, крепкие шатуны и эффективное охлаждение каждого цилиндра позволяют ему переносить форсирование в 1,5-2 раза без глубокого вмешательства в механическую часть. Ресурс в 500 тысяч километров для многих экземпляров не предел. Единственная характерная особенность ранних LS1 – склонность к повышенному масляному аппетиту, что решается установкой современных колец. Двигатель LS перестал быть просто продуктом General Motors. Он превратился в универсальный выбор для тюнинга по всему миру. В начале 2000-х компания Chevrolet сталкивается с серьезной проблемой. Конкуренты Ford и Dodge давно имеют в арсенале современные дизельные двигатели для своих внедорожников, в то время как Chevrolet вынужден довольствоваться устаревшими и слабыми моторами. И в 2001 году они делают смелый шаг, создают агрегат совместно с японскими инженерами Isuzu. Так дебютирует 6,6-литровый двигатель Duramax LB7, навсегда изменивший подход компании к созданию дизельных моторов. Идея была дерзкой – создать с чистого листа мощный и тяговитый дизель, который перевернет представление о грузовиках марки. Почему именно японские инженеры? Потому что Isuzu в те годы знала о дизелях больше, чем кто-либо в Детройте. Этот союз приносит мгновенный успех. Конструкция двигателя ломает все стереотипы об американских моторах. В его основе продвинутая система впрыска, которую конкуренты скопируют лишь годы спустя. Для максимальной надежности инженеры отказываются от сложных систем контроля выбросов. Здесь нет сажевого фильтра и системы рециркуляции газов. Турбина используется фиксированной геометрией, без капризных подвижных лопаток. Однако у этой передовой конструкции есть и свои слабости. Топливные форсунки. Их размещают прямо под клапанными крышками, где они буквально варятся от температуры двигателя. Chevrolet вынуждены запустить массовую отзывную кампанию и продлить гарантию, пытаясь спасти репутацию нового флагмана. Несмотря на этот болезненный просчет, LB7 закладывает невероятно прочный фундамент. Все остальные компоненты – прочнейший блок, кованые шатуны, надежная турбина – рассчитаны на сотни тысяч километров. Ресурс мотора, пережившего своевременный ремонт форсунок, легко превышает 500 тысяч километров. После нескольких модернизаций LB7 не просто выжил, он превратился в икону, с которой началась новая эпоха дизельных двигателей Chevrolet. В начале 2000-х Chevrolet пытается конкурировать с растущей популярностью японских внедорожников. Ответом становится не очередной V6 или V8, а смелая для того времени идея – современный рядный шестицилиндровый двигатель большого объема. Так, в 2002 году появляется мотор Atlas LL8 с рабочим объемом 4,2 литра. Это не просто силовой агрегат, а воплощение инженерной концепции. Большой атмосферный мотор должен обеспечить тягу и надежность, которых не хватало компактным конкурентам. Конструкция этого двигателя объединяет неожиданные решения. Его основу составляет легкий алюминиевый блок, куда запрессованы износостойкие чугунные гильзы. Сверху устанавливается алюминиевая 24-клапанная головка системы изменения фаз на впускном валу. Однако в приводе клапанов инженеры сознательно отказываются от гидрокомпенсаторов. Зачем такие противоречия?
чтобы совместить высокую технологичность с ремонтопригодностью и снизить общую стоимость конструкции. Результат – 275 лошадиных сил, ровная полка крутящего момента и не самый скромный аппетит. Запас прочности у LL8 действительно велик. Многие экземпляры без капремонта преодолевают рубеж в 400 тысяч километров. Но его ахиллесовой пятой становится уплотнение. С возрастом практически гарантированно проявляются утечки масла через прокладку клапанной крышки и сальники распредвалов. Отдельного внимания требует система охлаждения. Пластиковая крышка термостата и сам водяной насос считаются расходным материалом после 100 тысяч километров пробега. Еще одна типичная история – прогар прокладки впускного коллектора, который приводит к нестабильным оборотам холостого хода. Атмосферный мотор, который в эпоху наступления турбин и прямого впрыска предлагал старомодные, но понятные достоинства. Он не блистал экономичностью, но зато прощал неидеальное топливо и не был подвержен дорогостоящим поломкам высокотехнологичных систем вроде непосредственного впрыска или сложных турбонагнетателей. Atlas LL8 вошел в историю как последний большой рядный двигатель компании для легкового рынка. В 2004 году линейка силовых агрегатов General Motors пополняется новой разработкой – 1,6-литровым двигателем F16D3. Этот мотор становится одним из самых массовых для своего времени, находя место под капотом Chevrolet Lachetti. Он отражает переходную эпоху в автопроме, когда производители активно искали баланс между относительно современными технологиями и приемлемой стоимостью владения. Конструкция F16D3 строится на классическом для той эпохи компромиссе. Его основу составляет надежный чугунный блок цилиндров, а сверху устанавливается алюминиевая 16-клапанная головка с двумя распредвалами. Ключевое преимущество для владельца – наличие гидрокомпенсаторов, которые избавляют от необходимости периодической регулировки клапанов. Однако за это удобство приходится платить повышенным вниманием к ременному приводу ГРМ. Его обрыв почти гарантированно приводит к серьезной поломке, поэтому замену строго рекомендуется проводить каждые 60 тысяч километров. Почему этот мотор нельзя назвать простым? Потому что в его конструкции появляются первые сложные системы, которые часто становятся источниками проблем. Инженеры оснащают его пластиковым впускным коллектором с изменяемой геометрией в ГИС для улучшения характеристик на разных оборотах. Для соответствия экологическим нормам добавляется система рециркуляции отработавших газов ЕГР. Именно эти узлы формируют список характерных неисправностей. Клапан ЕГР со временем закоксовывается, вызывая неустойчивую работу двигателя, а механизм в ГИС начинает дребезжать. Отдельного внимания заслуживает термостат с нестандартно низкой температурой открытия. Из-за этого мотор долго выходит на рабочий режим, что может увеличивать износ и расход топлива. Что же в итоге получает владелец? Двигатель, который требует точного понимания его слабых мест. При своевременном и грамотном обслуживании F16D3 демонстрирует вполне предсказуемый ресурс в 300 тысяч километров. Этот двигатель наглядно показывает компромисс между прогрессом и выносливостью в эпоху перемен. В 2006 году General Motors сталкивается с новой реальностью. Рынку требуются большие внедорожники и пикапы, способные быть и семейным транспортом, и тягачом, не опустошая кошелек владельца на заправке. Ответом становится не специализированный мотор, а универсальный инструмент – 5,3-литровый мотор V8 под индексом LY5. Этот двигатель стал сердцем целого поколения полноразмерных моделей – Chevrolet Tahoe, Suburban и Silverado. Его миссия – заменить собой старые прожорливые агрегаты, предложив современный баланс между достаточной мощностью, приемлемой экономичностью и той самой американской тягой на низких оборотах. Конструкция этого двигателя – это отказ от крайностей. Он не был самым мощным в линейке GM, но и не являлся базовым. В его основе – алюминиевый блок системы отключения части цилиндров Active Fuel Management, которая в режиме трассы отключала 4 цилиндра для экономии топлива. Впускной коллектор и ГБЦ из алюминия снижали вес, а чугунные гильзы обеспечивали долговечность. В чем был его главный козырь? В предсказуемости. Он выдавал стабильные 340 лошадиных сил, не требовал высокооктанового топлива и обладал ремонтопригодностью, привычной для механиков со времен старых V8. Означает ли это, что он был безупречен? Нет. Со временем проявлялись характерные особенности. Наиболее частой проблемой становился повышенный расход масла на моторах после 200 тысяч километров, связанный с конструкцией поршневых колец. Второй проблемой была цепь ГРМ, которая при несвоевременной замене масла
могла растянуться, сопровождаясь металлическим стуком на холодную. Проблемы с форсунками и датчиками системы управления топливом также не были редкостью, особенно на экземплярах, эксплуатировавшихся на некачественном бензине. Что оставлял после себя этот мотор в реальных условиях? Репутацию честного труженика. Он не претендовал на звание вечного двигателя, но при своевременной замене масла и внимании к указанным узлам уверенно преодолевал рубеж в 500 тысяч километров. Производство 5,3-литрового LY5 закончилось в 2014 году, уступив место более совершенным, но и более сложным преемникам. Он остался в истории как последний массовый мотор старой школы. Двигатель, который не удивлял технологиями, а решал конкретные задачи. В 2008 году Chevrolet начинает поставки нового для российского рынка седана Cruze. Под его капотом оказывается незнакомый силовой агрегат – 1,8-литровый двигатель с индексом F18D4. Он представляет собой интересный гибрид. В основе лежит конструкция европейского мотора Opel. Его появление отражает глобальную стратегию GM – использовать проверенную платформу, локализовав ее для снижения стоимости. Задача этого двигателя была четкой – обеспечить достаточную динамику для компактного седана, оставаясь в рамках приемлемой цены и простоты обслуживания. Конструкция F18D4 – это типичный пример подхода конца 2000-х. Он не стремился быть технологическим флагманом, а скорее оптимизировал проверенные решения. Алюминиевый блок, 2 фазовращателя на распределительных валах и система изменения геометрии впуска должны были обеспечить ровную тягу. При этом инженеры сознательно отказались от усложняющих конструкцию гидрокомпенсаторов и системы рециркуляции отработавших газов ЕГР. В чем заключался основной расчет? В том, что ременный привод ГРМ, простой распределенный впрыск и отсутствие сложной электроники сделают мотор доступным в ремонте. Почему же его репутация оказалась противоречивой? Потому что экономия на одних компонентах привела к частным проблемам с другими. Главным источником неисправности стала система охлаждения. Пластиковый теплообменник, установленный в неудобном месте под выпускным коллектором, со временем начинал течь, приводя к смешиванию технических жидкостей. Ненадежным оказывался и термостат с нагревательным элементом. Его преждевременный износ мог приводить к долгому прогреву или перегреву. Другой характерной особенностью стал повышенный расход масла через многочисленные сальники на пробегах свыше 100 тысяч километров, усугублявшийся простой системой вентиляции картера. Получился двигатель, требующий не столько дорогостоящего, сколько внимательного и своевременного обслуживания. Критически важными были частая замена качественного масла для профилактики стуков фазовращателей, использование оригинальных свечей зажигания для сохранения ресурса дорогого модуля катушек и контроль состояния системы охлаждения. При соблюдении этих условий F18D4 демонстрировал предсказуемый ресурс около 300 тысяч километров до первых серьезных вложений. F18D4 остался в памяти как массовый двигатель переходного периода, когда глобализация платформ еще не гарантировала безупречного качества исполнения. Он предлагал хорошую для своего класса мощность и относительную простоту, но взамен требовал от владельца дисциплины. В 2012 году Chevrolet представляет на московском автосалоне двигатель, собранный по устаревшим принципам. В эпоху всеобщей погони за технологиями и эффективностью рождается простой 1,5-литровый мотор B15D2. Он становится сердцем Chevrolet Cobalt, а позже и целого ряда доступных моделей – Raven R4, Daiwa Gentra, Nexia R3. Задача у этого мотора была простая и честная. Ему не нужно быть самым мощным или самым экономичным. Он должен был доказать, что в эпоху высоких технологий простота – это не слабость, а преимущество. Для этого инженеры делают ставку на консервативные, проверенные временем решения, осознанно отказываясь от всего, что может усложнить жизнь владельца. Почему он получается таким живучим? Все дело в простой, на первый взгляд, конструкции. В его основе не современный алюминиевый, а старый добрый чугунный блок цилиндров. Он тяжелее, но его ресурс практически вечен, а капитальный ремонт сводится к расточке и установке новых поршней. Вместо ремня ГРМ, который может порваться, здесь используют надежную многорядную цепь. Ее ресурс редко бывает меньше 250 тысяч километров. У мотора нет фазовращателей, а его степень сжатия позволяет годами заправлять самый доступный 92-й бензин. Но за такую надежность приходится платить. Этот двигатель никогда не даст резкой динамики, и попытки выжать из него максимум лишь приведут к перерасходу топлива. Его стихия – спокойная размеренная езда. При таком обращении мотор раскрывает свой истинный потенциал.
Заявленные 350 тысяч километров для него лишь полпути. Многие экземпляры без серьезного ремонта приближаются к отметке в 500 000. Конечно, даже у этого надежного агрегата есть свои слабые места. Основные проблемы обычно сводятся к системе вентиляции картера. Если ее вовремя не чистить, из-за повышенного давления начинают течь сальники. Чаще всего передний сальник коленвала и прокладка клапанной крышки. Вторая типичная задача – регулировка клапанов каждые 90 тысяч километров, что естественно для любого мотора без гидрокомпенсаторов. Главная проблема для него – плохое обслуживание. Некачественное масло и несвоевременная замена быстро выводят его из строя. B15D2 – это двигатель из другой эпохи, сознательно законсервированный в 2010-х годах. В мире, где главными аргументами стали турбонаддув и гибридные системы, он предлагает то, что уже почти забыто – абсолютную предсказуемость и ремонтопригодность. Какого двигателя не хватает в этом списке? Пиши в комментариях под этим видео. Делись этим видео с друзьями и не забудь поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропускать интересные видео.